Bluetooth-колонка с LED-подсветкой, режимом Powerbank, поддержкой фирменного приложения, несколькими предустановками звучания, функцией стереопара, Bluetooth-чипом версии 5.3, мощностью в 90 Вт, двумя пассивными излучателями и двумя твиттерами. Обо всем этом я, разумеется, как и вы, прочел в рекламе к Bluetooth-колонке под названием Tribit Stormbox Blast. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Давно колонок не было, правда? Полетели. Распаковка. Поставляется эта модель в белой коробке из плотного картона, коробка пришла целая. На коробке есть изображение устройства, краткие характеристики и основные фишки. В комплекте мы имеем краткое руководство, в котором все предельно ясно расписано, саму колонку и кабель для зарядки с двумя контактами по 2,5 мм. Специального ремня для того, чтобы было удобно носить данную колонку на плече, нет, как и нет AUX кабеля, что очень даже странно. Весит колонка достаточно много, 5 кг 450 граммов, а габариты составляют 410 на 220 на 165 мм. Крупняш такой. Ежедневно выгружаю по одному обзору на этом канале, иногда по два на лайв-канале, также ежедневные обзоры. Не забываем подписываться. Помимо этого, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Стримы проходят 30 числа каждого месяца на лайв-канале, поэтому не забываем подписаться и не забываем подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Тем более сейчас вы можете посмотреть там, какие цены будут 11.11 практически на все самые популярные смартфоны и остальные штуки. Их уже анонсировали, так что можете уже выбирать. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к беспроводной колонке. Полетели. Продается данная модель в единственной черной расцветке. Выглядит колонка мощно, корпус выполнен из матового пластика. Пластика с прорезиненной поверхностью, за что плюс. А также с фронтальной и тыльной части расположили металлические решетки. Ручка удобная, на ней расположили надпись производителя и рельефные полоски, но прорезиненной вставки нет для более надежного хвата. Материалы хорошие, сборка отличная. На корпусе расположили 4 антискользящие ножки, которые свою задачу выполняют отлично. Краткую информацию: AUX вход, разъем для зарядки, разъем Type-C, 5 вольт 1 ампер для того, чтобы можно было подзаряжать другие устройства от колонки, используя ее как Powerbank. К слову, 50% заряда от общей емкости аккумулятора уходит за 3 часа подзарядки другого девайса. Довольно быстро, правда? Разъема под microSD или USB-A разъема под флеш-накопители нет, за что, разумеется, отдельный минус. Последнее, что мы имеем, это прорезиненную панель с кнопками, и 4 из них имеют LED-подсветку. У кнопок туговатый ход, при нажатии кнопки издают глуховатый щелчок. Из кнопок имеется кнопка питания, кнопка X-Bass отвечает за увеличение объема баса, всем известные кнопки регулировки громкости и кнопка Play-пауза. Далее есть кнопка для перехода в режим сопряжения по Bluetooth и кнопка для настройки подсветки. Помимо очевидных команд на борту имеется вход в сопряжение с другой Stormbox Blast, сброс до заводских настроек, переключение треков, подсветка имеет 3 режима. Подсветка выглядит неплохо, но вау-эффекта она не вызывает, лично у меня. Производитель заявляет, что в этой колонке есть встроенный микрофон, но в моем случае при звонках использовать колонку для передачи звука не получается. Летим дальше. Tribit Stormbox Blast оснащена двумя низкочастотными динамиками по 30 Вт диаметром 107 мм и двумя твиттерами по 15 Вт диаметром 30 мм. Частотный диапазон от 50 Гц до 20 кГц. Заряд в шторке на смартфоне не отображается, подключается колонка автоматически после включения с ранее сопряженным устройством. Полноценного мультипоинта на борту нет, к нашему сожалению. Bluetooth версии 5.3, связь с подключенным устройством держит стабильно, и через 2 стены фризов я не обнаружил. По моим тестам, звук начинает пропадать после отметки в 13 метров в городских условиях. Из кодеков на борту только SBC, к яблочным девайсам колонка подключается без проблем. Задержка звука есть, для игр ее точно лучше не использовать, а ролик на YouTube посмотреть можно. Емкость аккумулятора 6600 мАч, полный цикл зарядки занял 4 часа 35 минут, время автономной работы на 20% громкости около 14 часов, на 70% громкости она прослужит около 4 часов, что, конечно, немного. Есть автоматическое выключение, что удобно. Заряжать во время прослушивания музыки смартфон можно, но я не советую. Во время подзарядки самой колонки использовать ее для прослушивания музыки тоже можно. Tribit Stormbox Blast имеет водонепроницаемость IPX7. Конечно же, я провел небольшой тест на водонепроницаемость. По итогу колонка жива. Функционал не пострадал, что радует, и звучание хуже не стало, и это тоже радует. Под заглушку с разъемом вода не попала. Летим дальше. Приложение, к которому можно подключить данную модель, называется Tribit. Приложение с интерфейсом на английском языке. В приложении на главном экране с подключенной колонкой есть заряд аккумулятора колонки в процентах, окошко для переключения подсветки, плеер, эквалайзер с предустановками в количестве 7 штук и даже 9-полосный кастомный эквалайзер. Звучание. В метре от колонки уровень шума не падает ниже 100 дБ, что отлично. Запаса громкости достаточно. Я рекомендую слушать музыку только с
включенной технологии X-Bass, так как звучание становится куда объемнее, и для домашнего использования данная модель не лучший выбор, она подойдет только для использования на открытом пространстве. Опять же, по мне. Бас глубокий, средний бас в наличии, детальности звучанию достаточно. Как по мне, данная модель качественнее звучит, чем те же колонки от Тронспорта подобного форм-фактора, но проигрывают анкерам. Середина с неплохой проработкой, что радует. Высокие звучат приятно и отчетливо, инструментал различим, но некоторым инструментам не хватает акцента. По звучанию 3-bit Stormbox Blast мне понравилось, но для тех, кто хотел услышать, как колонка воспроизводит музыку, я вставлю пару примеров, но напоминаю, что тот звук, который вы слышите через свой источник, далек от исходного живого звука, который воспроизводит колонка. Как минимум звук меняется 6 раз до того момента, как вы будете его слушать. Обновить прошивку можно по кабелю через смартфон, инструкции есть в интернете. Отмечу, что в некоторых прошивках есть свои минусы, а по звуку большой разницы я не услышал. Минусы: нет мультипоинта, нет прорезиненной вставки на ручке, нет разъема под microSD и USB-A разъема, а также, разумеется, минус — это цена. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео, во время распродаж она еще терпимая, между них, конечно, дорого. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Во всяком случае, в телеграм-канал скидок как минимум нужно разок зайти, для того, чтобы прикинуть, что будет 11.11. Всем, кто посмотрел ролик, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Если еще и коммент написали, двойное вам спасибо. Резюмирую, 3-bit Stormbox Blast действительно качественная колонка в плане сборки и звука. В остальном, что по размерам, что по дополнительным функциям, возникает вопрос, почему так дорого? Почему не сделать цены всегда как на распродаже? Ко всему, звук хоть и качественный, но по цене, я повторяюсь, мне кажется, не соответствует он. Девайсу максимально скромная, да. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!